Утро начиналось как обычно. Рыбаки выходили в море проверять сети, надеясь на хороший улов, но один из них, опытный моряк по имени Алексей, заметил, что одна из сетей странно дергается и будто тянется вниз, словно там запуталось нечто очень тяжелое. Подплыв ближе, он замер от ужаса. В толще воды барахтался тюлень, а рядом с ним цеплялся к матери крошечный детеныш. Их тела были спутаны толстыми веревками, и каждое движение только сильнее затягивало смертельную петлю. Алексей понял, что каждая секунда на счету. Взрослая особь могла еще продержаться, но малыш уже едва шевелил ластами, и то и дело уходил под воду, захлебываясь ледяными волнами. Рыбак отбросил снасти, схватил нож и, рискуя сам потерять равновесие и оказаться в воде, потянулся к сети. Веревки оказались мокрыми и скользкими, пальцы не слушались от холода, но он продолжал резать канат, пока не освободил детеныша, который тут же вздрогнул и нырнул под лодку, возвращаясь к матери. Теперь нужно было помочь взрослому тюленю, который сопротивлялся из последних сил, пугаясь каждого прикосновения, и все же Алексей не остановился, потому что видел в его глазах отчаянный страх и мольбу. Наконец последний канат поддался, и тюлень с шумом вырвался на поверхность, сделав глубокий вдох. Казалось, что на этом все должно было закончиться, но самое удивительное произошло спустя несколько секунд. Мать и детеныш не уплыли прочь в открытое море, как можно было ожидать, а задержались возле лодки и несколько раз обогнули ее кругами, будто показывая свое понимание и благодарность. Алексей сидел в лодке с озябшими руками и сердцем, колотящимся в груди, и только тогда понял, что стал свидетелем настоящего чуда, которое никогда не забудет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.